Рис китайский, рецепт японский, мужчина голодный. Поехали? Так, знаете, если хотите вдвоем поесть, то 1 стакан риса, пожалуйста. Или ровно 200 грамм. Для чистоты эксперимента берем самый обыкновенный, самый дешевый, круглый, отшлифованный рис. 200 грамм риса в миску, заливаем водой, ну так, прилично. Поколотим его ложкой, а если вода не холодная, можете и руками. Сколько? Ну, секунд 10-15. Вы увидите, сразу вода начнет мутнеть. Да, наша задача с вами вымыть остатки китайских дорог, на которых сушили этот рис. Поэтому не ленимся, промываем тщательно 1 раз. Затем снова наливаем воду. Колотим, бултыхаем еще секунд 30 2 раз. Затем 3. И, наконец, 4. Как только вы в 4-й раз промоете рис и сольете ненужную воду, заливаем снова рис водой, в этот раз фильтрованной, и оставляем на 15-20 минут набухнуть. Да, вы увидите, как рис изменится. Из полупрозрачных крупинок, которые находились в пачке, он превратится в белые матовые зернышки, которые спустя 20 минут мы процедим через сито. Отправим в кастрюлю, желательно с толстым дном, в котором будем их варить. Добавим ровно 1 стакан воды, тот самый, которым мы отмеряли рис. Я знаю, что все привыкли готовить рис 2 к 1, но нет. В данном случае пропорция 1 к 1. Ставим кастрюлю на максимальный огонь, доведем за минутку вторую до кипения. Тут же убавим до практически минимального. Накрываем крышкой и оставляем вариться на маленьком, повторяю, огне 15 минут. Что можно подать к рису? Да что угодно. Я бы на самом деле ничего не портил и съел бы как есть, вы в конце увидите. Но в случае чего, приготовьте курицу по-китайски. Вообще классика от ГМ, выпуск 126, посмотрите его, не обрадайтесь в конце только. Я был молод. Затем спустя время нагрев отключаем, крышку не открываем, кастрюлю не трогаем и оставляем еще на 10 минут пропариться. Чтобы затем открыть крышку, взять какую-нибудь японскую лопатку, или не очень японскую, и аккуратно, не спеша, легкими движениями перемешать. О да, детки, зернышки будут одновременно и сами по себе, но также будут отлично крепиться вместе. И это именно то, что нам нужно для приготовления суши. Насыпайте его в тарелку. Помните, соль в процессе варки мы не добавляли, поэтому взбрызните немножко соевым соусом. Присыпьте кунжутом, белым или черным, что найдете. Возьмите какие-нибудь палки, карандаши или вилку и просто вкушайте. Не первый японский рецепт, конечно, на канале ГМ. Не первый, потому что второй. Первый был японское печенье. Вот. Ссылку найдете внизу. Но будет еще больше. Мы никуда не уходим. Не надейтесь. Увидимся.